Однажды лесник Федор заметил странное явление, которого раньше никогда не видел. Однажды он забрался на охотничью вышку и стал наблюдать за окрестностями. Он должен был выследить стадо диких кабанов и сосчитать количество молодых особей. В тот сезон было много беременных самок, и дятлы дрались как стенка на стенку. Стадо ожидал настоящий бэби-бум, и квоту на отстрел пришлось оставить. Дикие свиньи настолько пугливы, что не подпустят человека на близкое расстояние для подсчета количества животных. Федор залез на лестницу и спрятался в сарае. Через некоторое время раздался стук копыт. Это были не дикие свиньи. Федор умел различать животных на слух, иначе он зря стал бы лесником. Стараясь не вздрогнуть, он решил взглянуть и от удивления даже забыл об осторожности и встал прямо из своего убежища. Башня была высокой, и животные едва замечали его движения. Мимо башни пробежала стая волков, а с ними лошадь. Лошадь в стае волков, кто бы мог представить себе такое? И тут Федор вспомнил, как в соседней деревне у кого-то сбежала лошадь. С тех пор прошло несколько лет, хозяин нашел свою кобылу в лесу, она лежала на траве, заботливо укрывая маленьких волчат. Их было 5, может быть 7, он не считал. Они были в том возрасте, когда им уже не нужно было молоко, а нужна была защита и тепло. Видимо, их мать умерла или бросила их по какой-то причине, хозяин не хотел проверять это и не смог бы, даже если бы захотел, но он не хотел. Он просто надел уздечку и взял свою лошадь, они шли по лесу, и волки с тявканьем бежали за ними, чтобы уйти от надоедливых щенков. Хозяин вскочил на лошадь, даже седла не было, и пустил ее галопом. Щенки отстали. Хозяин поместил беглянку в сарай, а утром она сбежала. Он искал ее еще 3 раза и привел домой, но потом сдался. Она хочет жить в лесу, пусть живет, когда наступит зима, она вернется сама, а если не вернется, то пойдет кормить своих щенков. Лошадь не вернулась и не пошла кормиться, как ей удалось пережить зиму и лес, одному Богу известно, но ясно, что она присоединилась к стае волков. Кажется, что оно не просто присоединилось к нему, а создало его. Что это было? Нарушение законов природы? Лошадь в стае волков или волки в стае? Но когда хозяин забывал свою лошадь, многие видели это странное сообщество или симбиоз животных. Охотилась ли лошадь? Это остается загадкой, но маловероятно, что 7 волков стали вегетарианцами по примеру приемной матери лошади. Федор не поверил в эту историю, хотя в округе было немало очевидцев, и теперь он стал одним из них. Хотите верьте, хотите нет, но мимо него на полном скаку пронеслось стадо Илиатара. Федор жалел только об одном, что не взял с собой телефон или фотоаппарат, ведь только он мог бы запечатлеть реальное доказательство этого странного союза. Плотник наблюдал за ними уже некоторое время, но никогда не видел такого странного стада. Охотничьи вышки были не везде, и Федору приходилось лазить по деревьям, чтобы выследить лошадь и волков, но все равно это было так. Прошел год с тех пор, как он впервые увидел их. Федор начал подозревать, что, может быть, ему все это привиделось, может быть, у него галлюцинации. И тут, в небольшой рощице в тени, где куча снега еще скрывались под ветвями деревьев, Федор увидел следы, прямо на старом снегу, отпечатки волчьих и лошадиных копыт. Федор понял направление и пошел по следам. Дальше по песчаному склону были также следы лошадей и волков, так что он шел в правильном направлении. Вдалеке он заметил странную семью, лошадь, мирно пасущуюся на берегу реки, а неподалеку — волков, отдыхающих под верхушками деревьев. Возможно, неопытный человек подумал бы, что волки выследили лошадь и нападут на нее. Но Федор сразу понял, что ничего такого не происходит, волки расслабились, катаются по траве, чешут себя лапами за ушами и зевают. Вдруг один из волков вскочил, подошел к лошади и стал теребить ее за морду. Лошадь фыркнула и повернула голову, они явно были довольны друг другом и подружились. На этот раз Федор сделал много снимков и, рассматривая каждый из них дома, вдруг заметил, что бока лошади сильно вздулись, не оставалось сомнений, что лошадь беременна. Какие новости! Мать волчицы решила завести жеребенка и где-то нашла себе пару, как говорится, это было несложно, лошадь и жеребенок где-то встретились. С этого момента Федор почти неотрывно следил за лошадью,
переживая за жеребенка. Лошадь была лошадью, но волки не проявили свой охотничий инстинкт и не съели малыша. Однажды Федор немного опоздал, ведь у лесника была работа, а не просто присмотр за сбежавшей лошадью. Еще издалека он услышал какие-то странные хрипы и стоны, он понял, что лошадь рожает, и почувствовал неладное, но лесник все еще боялся волков, они были дикими и хищными. Федор поспешно залез на дерево и увидел странную картину. Лошадь лежала на боку, ее бока и ноги поднимались, она действительно рожала, но жеребенок не выходил. По рассказам, лошадь была не молода, и тогда волки подошли и стали помогать вытаскивать жеребенка, опираясь на лапы и теня. Наконец жеребенок вырвался на свободу, лошадь вздохнула и замерла. Федор не обращал внимания на жеребенка, он гораздо больше беспокоился о нем, лишь бы волки его не съели. Но серые хищники, воспитанные лошадью, стали вылизывать жеребенка, видимо, принимая его за своего. Через час он должен был встать на ноги и уже бежать с матерью на своих тонких ножках. Федору больше нечего было здесь делать, и он решил оставить эту, более чем странную семью в покое. Плотник спустился с дерева и пошел домой, а вечером услышал какой-то шум на пороге своего дома. Открыв дверь, Федор испугался. Повсюду были волки, а за углом испуганно выглядывал маленький пушистый жеребенок на тонких ножках. Лошади нигде не было видно. Жеребенок был такого же цвета, как и его мать, только это был мальчик. Ребенок сделал шаг к мужчине и осторожно вытянул шею. Жеребенок сделал еще один шаг к рейнджеру и вдруг прижался к нему. Волки, несомненно, уловили его запах за те дни, что он следовал за странной семьей, и не было другого объяснения, почему они привели жеребенка к рейнджеру. Федор решил, что с ней случилось что-то плохое, волки не могли выхаживать жеребенка. Ему нужно было молоко, поэтому они приняли единственно верное решение – отнести жеребенка к людям. К тому времени, когда Федор выхаживал жеребенка в конюшне, волки уже ушли. Утром егерь отправился к месту родов лошади, и его худшие ожидания оправдались. Лошадь по-прежнему лежала там же, где и вчера. Копытная мать, вырастившая стаю волков, ушла в мир иной, решив родить своего ребенка. Ее нельзя было так просто оставить. Федор похоронил коня на берегу, где он любил пастись и топтать сочную траву. Теперь его заботой было вырастить лошадь. Жеребенок рос быстрыми шагами и на следующий год стал прекрасной молодой лошадью. С тех пор Федор не видел волков, и это его почему-то беспокоило. Весной в районе появились браконьеры, и казалось, что они одного за другим перестреляли всех волков, а Федор даже знал, сколько в стае было самок и самцов. Ему так и не удалось приблизиться к ним. Однажды, объезжая на лошади окрестности, Федор почувствовал, что жеребец тянет его вправо, даже останавливаясь и спотыкаясь, лесник решил довериться коню. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.